Слава Украине! Привет всем от Полонского, друзья мои! Трамп проснулся и раздался его робкий писк в отношении хозяина. Да, Трамп написал свой пост о российском ударе сегодня по Украине. Вы знаете, в то время как все остальные лидеры государств писали в ужасе, будучи в полном омерзении от российско-фашистского удара по Киеву, унесшего жизни, я не знаю, по-моему, уже 12 человек, там порядка 100 человек в больницах. Дома снесены, жилые, конечно же. Что тут говорить? Значит, весь мир в ужасе и омерзении, как после ударов таких же точно по Кривому Рогу. Такой же удар там, и, скажите мне, Харькову и куда только не было, да. Вот. Ну, что тут? По Одессе, да. Теперь по Киеву. Мир в ужасе, да, мир в омерзении. Вот. А что же Трамп? А Трамп, ну вот я правильно думаю, такое слово выбрал, пропищал. Вот что он пропищал. Сейчас мы с этим разберемся. Все скажут, сейчас трамполюбы скажут, да не, он же все-таки он хороший человек, он вот возмутился. Ну, сейчас посмотрим, как он там возмутился. Итак, I'm not happy with the Russian strikes on Kyiv. Я несчастлив с российскими из-за российских ударов по Киеву. Ну, в общем-то, все было у него зашибись. А теперь вот пришли удары по Киеву. Но хорошо, что я сразу скажу, написал российскими. Потому что в прошлый раз он не знал, кто по Кривому Рогу там ударил. Да фиг его знает, марсиане, может быть. Это прогресс, тут я ничего не могу сказать. Вот, то есть он был абсолютно счастлив, как обычно, да. А тут проснулся и уже вот не так все зашибись, но он немножко недосчастлив, да. А так, в общем-то, все хорошо. Дальше читаем. Not necessary and very bad timing. О, это просто замечательно. Это было не обязательно. И в неправильное время. То есть, вот, друг Владимир, ты что? Это я же тебя не заставлял именно вот так это все сделать. Мог бы как-то по-другому, это я перефразирую, да, мог бы по-другому решать этот вопрос. Ну а если уже хотел долбануть, ну зачем ты это сделал сейчас, друг Владимир? Ну попозже или пораньше, ну нафига сейчас, друг Владимир, ты что? Ну блин. Владимир, стоп! И с восклицательным знаком. Остановитесь, да? Так и хочется спросить у Януковича, там никто сейчас там хорошего особняка в Ростове не ищет рядом с ним? Интересный, кстати, вопрос. 5000 soldiers are dying, every week are dying. То есть 5000 солдат каждую неделю умирают. Ну, поскольку большая часть из этих солдат, как обычно, российская, потому что наступающая сторона всегда несет потери, это арифметика, в 3 раза больше, чем обороняющаяся. Это первый момент. Второй момент, настолько по-тупорылому наступающая сторона несет в 4-5 раз больше потерь, чем обороняющаяся. Поэтому тут я не могу спорить с этой фразой по сути. Да, люди погибают, это надо остановить. Но по форме у меня тоже такой вопрос. В основном-то идет речь о оккупантах. Но Трампу их жалко, понимаете? То есть тут, скажем так, по большей части он жалеет российских солдат, потому что их гибнет больше. Это банально. Он бы мог написать что-то о украинских солдатах, которые защищают свою родину. Нет, он жалеет российских солдат. И последняя фраза, она великолепна, да. Let's get the peace deal done. Давай заключим сделку, мировую сделку. Сделка. Вот это все, да. Слушай, брателло, ну что там, забыли про это все, фигня. Ударил там по Кривому Рогу, мать тебя, за ногу, да. По Сумам ударил, да мать тебя, как говорится, тоже за ногу. По Киеву лупанул или по Одессе. Да хрен с ним. Давай сделка, баблище, посмотри. Мы тут могли литий будем копать, там нефть будем рыть, газ будем возить. Вообще бабло будем косить. Да. А ты тут с Украиной меня вот заставляешь возиться. Не хочу возиться с Украиной. Давай мировую сделку и пошли косить бабло. Ну вот так это как-то выглядит, друзья мои. Я тут немножечко перефразировал это все дело, да.
точнее, не я перефразировал, тут нашел у человека, он перефразировал эту же сделку, ой, извините, этот же пост, который Трамп сегодня написал, можно было бы, если бы мы были такими же циничными ублюдками, написать в 2001 году, 24 года назад. И посмотреть, интересно, какова была бы реакция тогда у мирового сообщества на вот подобную мерзость. Звучало бы это приблизительно так. I'm not happy with the Al-Qaeda strikes on New York. Я несчастлив из-за удара Аль-Каиды по Нью-Йорку. Вот был счастлив, но Аль-Каида лупанула. И теперь я не совсем уже счастлив, а так все было зашибись. Not necessary and very bad timing. Но это было не обязательно лупить по башням-близнецам, поймите правильно. И если вы уже хотели лупануть по ним, ну, блин, надо же было это сделать или попозже, или пораньше. Ну, нафига 11 сентября вы это сделали? Вы не могли сделать 12, 13, 15 или 28. Ну, как-то так приблизительно, да. Бен Ладен, стоп. Бен Ладен, остановись, Ростов не резиновый. И дальше, 2977, только не солдатов, а гражданских, civilians, were killed, ну, тут не в неделю, а всего. То есть, вот пожалели, да. Ну, в этом случае ничего не скажешь. Let's get the peace deal done. Давайте возьмем пиздил. Пиздил. Не, я ничего не хотел, это не по-русски, это по-английски. Peace deal. А вы что подумали? Я об этом тоже. Да. Вот это да, это точно. Давай сделаем сделку. Вы представляете, чтобы кто-то дописал подобную мерзость вот в 2001 году? Конечно, нет. Потому что ну, все искренне хотели помочь Америке, бороться с Аль-Каидой, Украина тоже в том числе. Деньги не требовали, кстати, за посылку солдат туда. Ага, в Ираке тоже никто. А кто-то потребовал у Америки деньги за операцию «Буря в пустыне», вот это вот все. Вот я тоже об этом. А за Афганистан, где очень многие, кстати, погибли. И не только американцы. Там была целая коалиция, которая поддерживала Америку. Кто-то потребовал хоть одну копейку у Америки сегодня, вот, например. Вот так вот. Но Трамп, это вот это бесславное... Хотел сказать слово «дерьмо», но я не буду употреблять его. Я ж культурный человек, вы знаете, да? Вот, поэтому оставим все как есть. И просто представим себе, что было бы с Америкой, если бы весь мир к ней относился так, как она относится сейчас к нам.